Всем привет! Новый день, новая работа. В работе сегодня Jeep Compass и есть по нему ряд проблем. Первая проблема — это скрипящая задняя подвеска. Я уже выяснил, это наружные нижнего рычага плавающие сайлентблоки. Будем делать их замену что слева, что справа. Вторая проблема — это горящий чек. Что будем делать? Исправлять ее заменой лямбды. В принципе, вот такая будет работа по машине. Ну а там уже буду смотреть, если будут вылазить какие-то проблемы, будем их устранять. Ну что, немного подразобрал и хочу показать виновника. А виновник — это у нас нижний рычаг. Он устанавливается вот так вот. Я смотрю, здесь уже меняли сайлентблок. Да, чуть-чуть его подбили. Ну, подправим, все будет окей. В общем, виновник вот этот плавающий, который наружный. Он уже сухой внутри. И что мы будем делать? Будем ставить вот такой вот сваговский сюда. Новенький. И у нас пропадет скрип. Скрип именно идет по левой стороне, по задку. Вот это он и скрипел из-за того, что он сухой. В общем, все, перепрессовываю этот сайлентблок. Ставлю, равняю здесь, чтобы это все было красиво, потому что сюда выбили больше, чем сюда. Ну, немножко, в общем, подровняю все. Подкорректирую и устанавливаю на свое место. Ну что, один сайлентблок уже перепрессован. Вот такая вышла красота. Все в смазочке. Вот так. Пыльник не повредил. Все хорошо зашло. Кстати, очень плотно заходит по старому сайлентблоку. Вот такой вот старый сайлентблок. Если честно, его внутри я дам хозяину, хозяин попробует. Внутри просто рассыпался. Еще даже когда мы его болтаем, он даже болтается. В общем, 100% причина скрипа в этом сайлентблоке. Ну и по второму сайлентблоку, как вы видели, он сильно здесь выглядывал. Я его посадил более глубже. Но с этой стороны я уже ничего не исправлю. Это уже погнули до меня его. В общем, теперь все правильно стоит. Смазываю все болты. Все устанавливаю на свое место. И перехожу к замене по второй стороне. Устанавливаю рычаг на свое место. Что заметил? Заметил, вот, кто-то поиздевался над подрамником. Вот так оно должно быть красиво, а вот так оно теперь все погнуто. В общем, что сейчас беру? Беру кувалдочку, беру молоточек, это все подровняю и рычаг ставлю на свое место. Ну и разобрал уже вторую сторону и заменил уже наружный плавающий сайлентблок. Вот так это выглядит. И со второй стороны тоже красота. По внутреннему сайлентблоку все ок, нигде не потресканный, не порванный, то есть его замена не требуется. Дальше это тот, который стоял, да, он скрипит тоже внутри и сухой. В общем, устанавливаю это все на свое место, ставлю уже колеса и что сделаю? Снимаю с донкрата, машину покачаю и обжимаю все полностью сайлентблоки. И переходим к замене лямбда-зонда. Ну что, машина уже стоит на колесах, донкрат опущенный, рычаги все обжаты. Уже пробовал на скрип, уже ничего не скрипит. То есть уже по скрипам мы победили. Сейчас я покажу, что снизу. А по низу вот так это все выглядит. Все болты полностью промазаны, все обработано, все вычищено. Подрамник, который сзади был, здесь его поковыряли, все подровнял. По второй стороне вот так вот. В общем, все окей. Дальше перехожу на лямбды. В общем, по лямбдам у нас первая лямбда, вон там он стоит, первая лямбда и вторая. Сейчас подключаю диагностику, включаю, как сказать, показания и будем смотреть, какую надо нам поменять. Разбираюсь по датчику кислорода, а точнее по лямбде. Уже ошибка не висит, машина работает минут 30. Смотрю параметры все ок. Обыкновенная обидишка, включил просто параметры и начал искать. Это по датчику кислорода. В общем, что делаю? Откручиваю первую лямбду, или датчик кислорода. Вот она уже новая стоит. Сюда вкручиваю, сбиваю, все завожу, открываю параметры, нет, не оно. В общем, эту первую лямбду или датчик кислорода ставлю на то место, где стоит вторая. Они взаимозаменяемые. Завожу, сбиваю, включаю параметры и все ок, работает. Теперь есть небольшая проблема. Когда устанавливали газ и регулировали, то не работала вторая лямбда. И параметры чуть-чуть были другие. Ну, то есть газ подстраивали под те параметры, которые были тогда. А сейчас надо чуть-чуть перенастроить, потому что мне не нравится, как он работает. В общем, что делаю?
Сейчас поеду до газовщика, пусть мне подрегулирует параметры, ну и в принципе все, и работа по машине будет закончена. Ошибка не загорается, ну я вам скажу, на бензине вообще ровненько, все четенько, а вот по газу мне чуть-чуть не нравится, есть такие как поддергивания. Ну я надеюсь, что мы их сегодня решим. Ну и по газу тоже удалось все откорректировать. В общем, поехал я до мастера, который делает ГБО, взял с собой диагностику, подключился до машины, он подключил до газа свою диагностику, ну и вместе мы все подкорректировали. То есть он посмотрел параметры по датчикам кислорода, то есть по первому, по второму, и подрегулировал по диагонали. В общем, там такая шкала, и он все двигал вот эти кубики или точечки. В общем, все подрегулировалось, все работает офигенно. Да, он говорит, что была завышенная подача, потому что не работал датчик кислорода, ну и они делали, ну то есть коррекция уже была не та. На машине проехал порядка где-то 30 километров, чек не загорелся, дальше газ не отключился, в общем все работает хорошо, машина не скрипит, ну и завтра можно отдавать хозяину. В общем, вот такая была работа по машине. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за комментарии, за подписки. Всем пока, до скорого.